хорошо, подивись, там можно бошку помыть прямо в раковине. Погнали. Мойка на свежем воздухе в горах тебя больше впечатляет? Всем привет! Надеюсь, вы уже посмотрели первую часть моего рассказа и знаете, что я купил Hyundai Santa Fe 2.2 турбодизель. Я проехал на ней по дорогам России и Европы более 10 тысяч километров. И хочу поделиться своими впечатлениями об этой машине. Ну вот теперь, вернувшись на родину, вот привычная обстановка нашего леса, никакой Европы, я могу рассказать, с чего же все начиналось. Как, наверное, любой владелец, будущий владелец машины, машину первую выбирают по внешнему виду. И эту тоже, конечно же, мы выбирали по внешнему виду. Если машина не понравится, то, наверное, вряд ли кто-то даже пойдет смотреть ее в салон, вовнутрь, что это такое. Хотя, наверное, есть и такие. Напишите в комментариях, как вы думаете, как надо выбирать машину. По салону или по внешнему виду, или по техническим характеристикам. Что правильнее. В общем, приехали мы в салон. Нам очень понравился дизайн этого кузова. Все там обзорщики говорят, там, это новый дизайн, там все дела. Не знаю, какой он новый, не новый, но он нам понравился. Мне понравились вот эти фары узкие, я вообще любитель узких фар. Мне понравилась эта решетка, мне понравился цвет, но, в общем, это все в этой машине было мое. Что не понравилось? Сразу же не понравился размер колес. Я не понимаю, зачем ставят на эти машины 19-е колеса, когда 18-х было бы вполне за глаза. Это и дешевая резина, ну как дешевая, ну по крайней мере недорогая, как 19-я, а у нас на Мурано вообще была 20-я, которая стоила космос. И оптимальная для всех наших дорог, бездорожий и тому подобное. Зима, лето, то есть 18-й радиус здесь оптимальный для этих машин. Не знаю, зачем здесь 19-й, но вот здесь 19-й. Опять-таки, хоть хорошо, хоть не 20-й. Это не понравилось. Очень понравилась оптика. Мы проехали уже 9 тысяч километров, и нареканий к свету за весь период у нас не было. Правда, мы еще не эксплуатировали зимой. Поначалу мне казалось, что фары светят вот отсюда. Но на самом деле реально здесь линзованные светодиодные фары, они стоят чуть ниже. И что интересно, у них нет омывателей. Я первый раз вижу машину с ксеноном или с, в данном случае, светодиодная оптика, но без омывателей фар. У нас вроде даже в законе о техническом регламенте написано, что светодиодные и ксеноновые фары должны быть оборудованы омывателем фары. Я не знаю, как машина на Россию прошла этот регламент, но сам факт, здесь нету омывателя фар. Здесь есть хитрое решение, это обдув фары, то есть поток воздуха залетает туда в воздухозаборник, вылетает со стороны колеса, и вот этот поток должен очищать фару. Да, реально фары были всегда чистые, не спорю. В дороге это работает на все 100%. Но любая ситуация с пробкой в плохую погоду, я имею в виду слякоть, зимнюю слякоть, да, тебе обрызгивают, проезжающая машина закидывает грязью фары, и все. Куда? В пробке никакого обдува больше нет. Пока ты там наберешь скорость, которая будет соответствовать какому-то обдуву, это может быть пройти полдня, может день, а может ты сегодня вообще быстрее 5 км в час не проедешь. Это реальность, по крайней мере, Москвы уж точно. Поэтому вот это решение мне непонятно, и оно мне не понравилось. Потом на форумах я почитал о том, что фары светят низко. Реально, до того, как я это прочитал, я это не замечал. То есть мне казалось, светят отлично. Дальний отличный, ближний отличный, рисунок на дороге отличный, во всех, особенно в горах мне, когда это все ограничено, свет был обалденный. Но на самом деле народ пишет, что фары светят низко. И когда я это прочитал, я обратил на это внимание. Да, реально, фары светят низко. И они светят низко с завода. Это после этого я не смог уже ездить, я постоянно обращал внимание на то, что фары светят низко. И это корректируется, то есть надо заехать к дилеру и скорректировать, но сам факт. Вот машина новая, из завода она с неправильно настроенным пучком света. Как такое может быть, непонятно. Это минус, который вот мне не понравился в этой машине. Дальше. То, что мне понравилось, и что мы пока внешне сразу видим, это цельная дверь, то есть порог
и дверь это одно целое. И это очень здорово, потому что ни малейшей грязи не может попасть туда вовнутрь в дверной проем. Вот опять-таки, сколько мы проехали, и я машину не мыл внутри. То есть вот это, в принципе, практически заводская пыль. Это вот она все чисто. Это удивило, это порадовало, это очень порадовало. Хотя я узнал сразу, когда еще покупали машину, есть ли какие-то тюнинговые пороги на эту машинку. На самом деле, да, есть пороги, но в этом случае снимается вот эта пластиковая накладка с двери, и сюда ставится порог. Машина становится красивее, мне вот лично очень нравятся порожки на машинах, такой а-ля BMW X5 Style, но вот этой опции тогда с чистыми порогами приходится лишиться. Мы порешили, что красиво, конечно, хорошо, лучше будет практично. И вот эта практичная ситуация так и останется. Это заводское решение, и оно мне очень нравится. Как любой кроссовер, наверное, все всегда смотрят на дорожный просвет. Реально, опять-таки, почитав какие-то там уже форумы, почитав какие-то обзоры, посмотрев какие-то обзоры на эту машину, люди рассказали, что у нее стоит гидравлическая подвеска сзади, которая автоматически выравнивает баланс перед-зад, то есть она выравнивает машину. Я, честно говоря, когда покупал эту машину, не знал об этом, и, в общем-то, нигде это не написано. Но, да, мы загружали полный багажник, в машине ехало обычно 3-4 человека, 3,5 человека. И всегда машина стояла на том уровне, на котором она вот идет с завода. То есть всегда она выравнивалась, реально так. Это очень удобно. Как на асфальте. То есть заехал вниз, загрузил картошкой, клиренс у нее выравнивается. И при этом это не пневмо, а довольно-таки тупое устройство, гидромеханическое выравнивание кузова. Это очень порадовало. Что не понравилось сзади? Наверное, это дизельная машина, и на всех дизельных машинах почему-то всегда ставят одну выхлопную трубу. Я не знаю, для чего сделали одну выхлопную трубу, но гармоничнее, мне кажется, как любителю выхлопных систем, было бы сделать две насадки, ну вот как-то был бы законченный вид, реально внешне вот не хватает второй насадки на выхлопную трубу. Это никаким образом не сказывается на какие-то мощностные характеристики, но вот визуально мне нравится сбалансированный вид, то есть второй насадки явно не хватает. Не ахти какой минус, ну вот мой такой нюанс, мой такой пунктик. Пару раз я заглядывал под капот. Можно, конечно, и сейчас заглянуть под капот. Там смотреть не на что, там обычный пластиковый двигатель. Я делал как-то обзор на Eclipse Cross, который, собственно говоря, старше этой модели на 1 год. Он 18-го года, это 19-го года. Так на том не было автоматического поднятия, гидравлического, точнее, держателей удержания капота. Вот. Здесь уже есть, радует. Hyundai обгоняет Mitsubishi. Под капот я открывал, наверное, за всю историю 2 раза. 1 раз, чтобы долить воды в омывайку, а 2-й раз, когда... Ну, вы увидите впереди, зачем я открывал 2-й раз, это целая история. И очень познавательная, для новой машины такого не придумаешь. Но открывал я еще раз капот, и не самой лучшей затеей. После пробега в 10 тысяч километров здесь все миленько и красивенько. Ничего нигде не потекло, по крайней мере, так отсюда не видно. Все как с завода. Я надеюсь, что еще ближайшие 1100 было бы так же, я был бы счастлив и доволен. Очень порадовал дизель, но об этом я сейчас расскажу уже из салона машины. Будем двигаться, и я постараюсь рассказать об этом в процессе. Так, ну вот мы и в салоне. Этот салон, который я уже 2 месяца как вижу каждый день. Так, сейчас я, наверное, окна все закрою, чтобы нам можно было звук писать потише.
первый раз сев в этот салон, ну, как-то все понравилось. Ну, обычная современная машина. Ничего здесь такого выдающегося, экстраординарного нет. Вот эти торчащие экраны, ну, они сейчас, не знаю, на большинстве, на 90% машин стоят вот этот, типа а-ля планшет. С Мерседеса началось. Да, вроде с Mercedes началось, хотя на BMW тоже недавно видел. В общем, на чем таком он не стоит. Но, в общем, все было бы хорошо, если у вас в машине нет маленького ребенка. Потому что маленький ребенок пытается эту хрень оторвать. И она реально когда-нибудь оторвется. Ну ладно, пусть будет. Руль понравился. Я не знаю, мне на всех современных машинах нравится руль. Они вот наконец-то научились делать рули. Рули удобные, рули прекрасные, мягкие. Единственное, что не понравилось в этом руле, вот у него, во-первых, механическая регулировка, но благо, что во всех положениях. Но она механическая. То есть, если есть регулировка сидений, полностью электрическая, с памятью для 2 человек, что тоже сейчас в современном мире кажется не опцией, а просто обычное явление, то обычно как бы это все совмещается с памятью на руль. То есть ты выставил сиденье себе как-нибудь, нажал кнопочку, и руль тоже под тебя подкатил. По крайней мере, на нашей предыдущей Мурано, которая там 2014 года, это было. И для машины там 2019 года, мне казалось, который метит в тот же премиум сегмент этих кроссоверах, надо было это сделать. Нет, здесь механическая регулировка, но благо хотя бы во всех положениях. Это все положения это плюс, а вот то, что она не электрическая, это, наверное, на мой взгляд, все-таки минус. Хотелось бы электрическая. Опять по дизайну салона, что бросилось первое в глаза, да, все вот эти все выступы, выемки и тому подобное. Но, честно говоря, это все нравится до первой мойки салона. Если вы захотите помыть этот салон ручками своими, то вы проклянете этого дизайнера всеми возможными ругательствами. Потому что залезть вон туда чем-то нереально. Разве что какой-нибудь маленькой кисточкой. Ну, бред, да? То есть, как бы, салон должен быть на машине, которая не эксклюзивного дизайна, а обычная городская машина, семейный, притом кроссовер, она должна как-то вот мыться полегче. А здесь вот эти все нюансы, они красивые, но не практичные. Красиво, конечно, плюс, непрактично, это, конечно, минус. Я посмотрел, я каждый раз буду ссылаться на какие-то обзоры, потому что реально я хотел вообще свой вот этот рассказ записать как ответ этим обзорщикам. Эти обзорщики, они получили машину на несколько дней, и за несколько дней вот сделали свой стандартный пролет по вот у нас салон, вот у нас багажник, вот у нас колесики, вот она так едет. Все. То есть стандартным алгоритмом прошлись по машине. Все. Одна там прокаталась на ней 3 дня, полежала в багажнике. Но никто из них, и в том числе я, не знал, пока не купил эту машину, о элементарных странностях. Например, мне очень понравилось количество разных источников энергии в этой машине. То есть реально зарядок здесь дохренища. То есть здесь спереди 2 отсека подзарядки. То есть одна как прикуриватель старый, другая USB-шка. Сзади на сиденье 2 USB-шки. Подзарядники в багажнике USB-шка, в багажнике тоже полноценный источник вот такой подзарядки. То есть, в принципе, вот этих узлов очень много, и это нам понравилось. Прям, когда мы выбирали машину, реально в дороге нужны эти зарядки, куча зарядок. И во всех обзорах об этом говорится, что вот здесь находится беспроводная зарядка телефона. Но ни один обзорщик, конечно же, не проверил эту зарядку. Точнее, телефон-то все положили туда. Телефон все проверили, она заряжает телефон. Но когда мы вставляем вот сюда какое-то устройство, и оно тоже заряжается, у нас автоматически выключается эта хрень с зарядкой телефона. То есть я хочу зарядить, у меня может быть 2 телефона, у меня может быть, да что угодно, что у меня может быть. У меня будет фен на батарейках. Ну, мне особо нужен фен для батарейок. Вот мой фен на батарейках я не могу включить сюда, потому что я обычно кладу туда телефон, и он туда заряжается. А в это время мой фен не работает.
То есть либо телефон, либо фен. Вот так вот. Хотя я видел в одном из обзоров, есть сзади за подлокотником между двух зарядок USB-шных есть даже розетка на 220 вольт. Вот в российской версии такого нет, хотя вот я был бы вообще очень доволен. Я даже простил бы вот отсутствие фена сюда, я фен бы включал сзади, уже электрический на 220 вольт. Но вот не получается, нет такого у нас. Дальше, что меня порадовало здесь? Меня порадовало все, что касается приборной панели. Приборная панель, ну, реально прикольная. Она меняет там цвета, она меняет режимы, у нее куча всяких там перебирается опций, вот там полный привод, неполный привод, вот давление в шинах показывает, если поехать. Ну, в общем, это я бегать здесь не буду, здесь ничего такого экстраординарного, здесь в принципе все по уму, да, вот то, что надо, оно, наверное, есть. В движении расходы, там вот эти все баланс, он выводит какие-то показания с навигатора, то есть, ну, вот на приборную панель. Но, как и во всех остальных машинах, сейчас все проецируется на стекло. Здесь тоже проецируется скорость, здесь проецируются какие-то дополнительные источники. Вот. Но опять-таки ни в одном обзоре ни один человек не сказал, что оказывается в этой машине есть проецирование знаков дорожных. И эта гребаная опция, она не включена в стандартную, то есть она не включена с завода. То есть эту опцию надо включить отдельно, по требованию, не знаю, платно, бесплатно, мы еще не включили, но надо поехать к дилеру и вот настоять на том, чтобы, говорят, что некоторые пытаются за это деньги снять, за заводскую опцию. Вот эта опция должна быть включена. Мы проехали такой путь, и было бы очень прикольно, если бы в это время у меня работала эта опция, показывающая текущие знаки, текущие ограничения скорости. Нет, она есть, но она не включена. И как бы никто о ней особо и не знает. То, что она есть, мне очень понравилось. То, что не включена, не понравилось вообще. И я не знаю, как она работает, поэтому пока сказать ничего не могу. Я думаю, в дальнейшем еще будет какая-то эксплуатационный отчет об этой машине. Я там скажу, включили мы эту опцию или не включили. В остальном, навигация, она такая стандартная китайская навигация. Я когда-то в Toyota RAV4 купил вот этот экранчик взамен штатного, вот он один в один был вот с этой навигацией, то есть вообще полностью, я имею в виду навигацию как карту, так навигацию по меню, то есть вот эти все вот эти интерфейсы, их оформление, то есть вот все вот как в китайской любой навигации, не знаю, ничего необычного, ничего плохого, все работает нормально, музыка прекрасно звучит, хотя вот тоже там говорили, что какой-то неизвестный бренд, мне абсолютно по барабану, как называется, она звучит на этой машине, она звучит отлично, то есть для этой машины мне больше и не надо, она главное, чтобы ездила. Здесь стоит, как обычно, электроручник, ну, наверное, уже давно уже называется ручник, а стояночный тормоз какой-то, ну, не суть, в общем, он электро. Ставится он нажатием кнопочки, снимается он при любом положении движения, то есть назад-вперед, он снимается автоматически. Еще здесь интересная функция, которая вот пока мы стоим, это автохолд, собственно говоря, установка на парковку в любом положении, при любой остановке. В принципе, в горах нам эта функция помогала, очень сильно помогала. То есть я всегда гарантированно знал, что машина у меня встала колом. Так, в обычной жизни функция, конечно, так себе бесполезная и ненужная, но вот там она нам помогала, и мне реально нравилось. То есть, опять-таки, не ахти какое-то нововведение, но вот она такая приятная функция, она и здесь есть. Первое, что порадовало в этой машине, это, конечно, ее дизель. Это 2.2 турбодизель. Я не знаю, чем он выдающийся. Мы встали. Сейчас с блокировкой попробуем вылезти. Вот тебе и полный привод. Не, вылезает. Так вот, двигатель и полный привод. Да, коробка, тут же 8-ступенчатый автомат. Конечно, любому обывателю, даже мне,
абсолютно неинтересно, что там под капотом стоит. Главное, чтобы она ехала так, как ты хочешь. Там 2,2, 3,2, 10,8, любой объем, ну, вот комфортно, вот он позволяет, отвечает требованиям человека. Вот мне этот 2,2 вполне устроил. Этот 8-ступенчатый автомат меня вполне устроил. Я не чувствовал никакой натуги, я не чувствовал никакой проблемы со стороны вот, трансмиссии. Хотя, в принципе, я проехал почти 90, наверное, 8% всего времени в режиме так называемом эко. Есть 4 режима: спорт, комфорт, смарт и эко. Так вот, типа эко, ну, там, экологичный, экономичный режим самого низкого потребления топлива и самой низкой отдачи мощностной от мотора. Поначалу первые несколько сот километров мне казалось, что она тупит. Хотя, честно говоря, после Мурана и ее вариатора ни одна машина не покажется, что она тупит. Это не замедленная реакция на педаль газа. Нет, вот она просто вот как-то, ну, ей тяжело ехать. То есть нажимаешь на педаль, и она не так откликается, она вот как-то вот чувствует, что напрягается ей. Я ехал в эко-режиме. Расход эко-режима меня безумно порадовал, но потом я к нему привык. И мне теперь я вот, например, всегда езжу в эко-режиме. Я вообще не вижу смысла переключаться в любые другие. Ну, если уж захотелось с кем-то погоняться, хотя эта машина совсем не для гонок. Во многих обзорах я слышал: ой, блин, да там есть какая-то там, не знаю, Шкода Кодиак, да она мощнее, да она там быстрее едет. Да мне насрать, как едет Шкода Кодиак. Потому что это не для меня не гоночная машина. Здесь мне не надо от нее какое-то дикое ускорение. Но, опять-таки, если уж попадается ситуация, а реально вот нам, например, на горных серпантинах попадались ситуации, где надо очень быстрый отклик мотора, надо реальная динамика мотора, надо реальное ускорение. И вот всего лишь нажатием одной кнопочки Drive вот сюда. Вот я ее сейчас нажму, и в это время вот здесь появится надпись. И давайте еще раз я ее нажму. Вот этот режим, все мигнуло, все стало красное. Это режим спорт, и реально в нем машина преобразовывается в спорткар. Я никогда не ожидал, что кроссовер вообще может так пулять. Реально она валит, хорошо валит. Это, конечно, там не 400-сильный седан, но вот на свои 200 сил она реально едет. То есть обогнать кого-то или что-то сделать вот просто без проблем. Нажимаешь кнопку, сразу моментально включается, притом газ не надо отпускать. Вот как ехал, просто кнопку нажал, переключилась там их топливная карта, и она в это валит. Расход в это время, как мне показалось, увеличился незначительно. Я попробовал проехать в разных режимах определенный километраж. И, в принципе, сделал для себя такую градацию, что эко-режим самый экономичный, конечно же, в нем расход на литр меньше, чем в режиме смарт или комфорт. Следом еще на литр больше занимает спорт. То есть разница между эко и спортом примерно 2 литра на 100 километров. Ну и динамика соответствующая. Единственное, что мне не понравилось в спорте, машина, конечно, отзывчивая на газ, но чересчур отзывчивая на газ. То есть реально малейшее прикосновение к газу, она уже пытается куда-то рвать. Это неудобно при долгой езде, но это удобно в каких-то таких динамичных режимах, где реально нужно быстренько разогнаться, быстренько кого-то обогнать. Это вполне классно. То есть по вот динамике и по работе трансмиссии, по работе ее режимов вообще никаких нареканий у меня не возникло. То есть мне все понравилось. Мне понравился мотор, мне понравилась коробка, мне понравилось режимы этих коробок и мотора. Но это же кроссовер, и типа он у нас полноприводный кроссовер. Я всегда смеюсь при слове полный привод, и всегда для меня это типа, потому что реальных полноприводов сейчас, скорее всего, практически ни на чем нет, и больше не осталось, и больше никогда не будет. Здесь полноприводная трансмиссия, мотор стоит поперечно, соответственно, как бы вся трансмиссия построена по неклассической продольной схеме с угловыми раздатками, угловыми передатками моментов. Вся трансмиссия типа умная, то есть в большинстве, большую часть своего времени она переднеприводная, а в нужные моменты она полноприводная с передачей момента на заднюю ось, там не знаю до скольки процентов, это опять-таки надо смотреть
в рекламных брошюрах. Это я не почувствовал в реальности. Я почувствовал одно, что работа такого полного привода, она хороша в городе. Если на этой машине заехать в какие-то внедорожные условия, она вылезет, она бесспорно вылезет из грязи, она вылезет из какого-то там снега, вылезет, она всегда вылезет. Электроника здесь умная, рассчитана на человека, который не понимает, как работает машина, а только тупо нажал газ, и она будет сама там колесиками подтормаживать, вылезать. Тут даже есть куча обзоров, которые показывают, как она прекрасно вылезает из диагонального вывешивания колес, подтормаживая нужным колесом, блокируя тормозами нужно. В той ситуации, когда надо самому решить за машину, как действовать ее колесам, как их крутить, как вылезать, какое пробуксовывать, какое блокировать, здесь уже электроника ничего не понимает. Ты электронике никогда не сообщаешь, что мы сейчас стоим на песочке. И вот на песочке надо действовать вот так. Если бы здесь был бы режим песок, да, как нажали бы на кнопочку песок, и она, конечно, бы своими умными мозгами поняла, что сейчас песок, и сейчас нельзя давать газу в пол, потому что мы сейчас закопаемся. Но, к сожалению, здесь нельзя ей указать, что режим песок, она не слушает нас и не смотрит на дорогу. И вот в таких ситуациях, где надо подумать головой, а не электроникой, она бесполезна. Это весь ее полный привод в песке, в гравии. То есть во всех режимах, где нельзя тупо нажимать на газ и надеяться на электронику, она перестает быть полноприводной. Мы поехали в горы. Ехали, и, конечно, нас несло на дорогу, которая не предназначена для езды на машинах, а там ездят какие-то местные аборигены на джипах, на внедорожных джипах, на нормальных джипах с блокировками дифференциалов, реальными блокировками дифференциалов. Но мы же тоже внедорожники, и мы тоже туда поперлись. Но проехали мы не так уж и много. Первая же встреча с ситуацией, когда надо потихонечку, аккуратненько, схватывая момент каждого колеса, забраться по гравию на гору, поставила эту машину в тупик. Мы проехали ровно до того места, где появилась малейшая нагрузка на машину, и она начала пробуксовывать колесами. Она начала ловить эти колеса. Дальше газу я давать не могу, потому что у меня, извините, слева обрыв, справа гора. И куда ее мотнет в момент того, как она попытается дернуться, я не знаю. Поэтому мне надо было делать аккуратно. В общем, в результате мы побоялись и не заехали никуда. То есть внедорожник тут же закончился. Мы съехали с этой горы обратным задним ходом. И здесь надо похвалить все оптические системы этой машины. Да, конечно, обзор отличный. То есть без проблем. То есть со всех сторон, ведь камеры нас снимали. Мне с этой горы было съезжать довольно-таки комфортно. Вот, но заехать мы на нее не могли. Ну вот, мы сделали первый тест внедорожных качеств этой машины. На горку мы, конечно, не забрались, но это не вина самой машины, это, скорее всего, вина резины и аккуратного моего вождения. Но мы решили не повторять судьбу вот такого автомобиля. И дальше внедорожные качества потестим в другом месте, более безопасном и безобидном. Также мы поехали на пляж. И это тоже нормальная ситуация для отдыха, отпуска. Особенно если это отпуск на море. И тут мы уже специально заехали в песочек, дабы посмотреть, что она может с этим песочком сделать. Хотя нет, мы сначала пытались припарковаться. Мы пытались припарковаться в единственном свободном месте на песке. И вот только мы начали туда выруливать, опять-таки встали. И дальше машина просила от нас нажать педаль в пол.
газа. То есть включить ей ее электронику пробуксовочную, и она бы сама бы решила, как действовать на этом песочке, куда закапываться. Но в результате бы мы, наверное, вытаскивали ее с лопатами, потому что она закопалась бы по самое брюхо. И даже не поняла, что она находится на песке. Ну, я-то понимаю, что она на песке, я не стал ее закапывать. Вот. Но выехать оттуда сама вряд ли сможет. Также я попытался ее заставить пробуксовывать всеми колесами. Вот тут, конечно, это ее стезя. Газ в пол, и хрен ли там вам мы начнем буксовать колесами. Мы будем ехать аккуратненько, песок там не песок, блокировать нужные колеса, пытаться выбраться. Нет, все отлично. То есть пока грязь какая-то, мелкий песок с зацепом колес, все идеально. То есть любые условия, близкие к городским, для этой машины идеальны. Любые условия, близкие к внедорожным, конечно, для этой машины уже являются экстремальными условиями, и она там засядет навсегда. Многие скажут, тут есть кнопка блокировки дифференциала. Да, конечно, я ее первую дожимаю, когда сажусь в полноприводную машину. Она заставляет работать типа полный привод в сумме. Я не знаю, как думает там межосевой дифференциал у нее, какими мозгами. Вот, вряд ли эта блокировка вообще жесткая. Она блокирует, она заставляет его передавать момент в равных условиях, но не более того. Все равно эта система вся расхлябанная, и она действует как хочет. То есть блокировка все равно не дает ощутимых плюсов. Плюсы дает, но ощутимых плюсов все равно от нее не будет. Из хорошей грязи она выбраться не даст. Есть она эта блокировка, нет блокировки. В горах нам очень часто приходилось съезжать и подниматься по всяким горным серпантинам. То есть это подъем, спуск, подъем, спуск. Опять не новая система помощи при спуске с горы. Вроде как, не знаю, я сколько уж помню, лет выпускаются эти все кроссоверы, у всех эта система стоит в том или ином виде. Но вот здесь она тоже, мягко говоря, странная. Она идеально работает. Там на скорости, кажется, если не ошибаюсь, до 40 км в час она просто работает на ура. Не знаю, насколько она тормозит мотором. По шуму тормозов я слышал, что она притормаживает и тормозами тоже. Но когда ты едешь по серпантину вверх-вниз, то ты скорость 40 км в час все равно превышаешь. То есть и знаки там даже до 80 стоят на этом серпантине, то есть как бы и машине не обязательно ехать 40 км в час. И вот когда я превышаю лимит этой скоростной, на который рассчитан этот ассист на спуск с горы, она выключает эту систему. И следующая гора, на которой я должен был спуститься, и она мне должна была помочь, я уже еду с выключенной системой и должен вспомнить: ой, извините меня, я должен еще раз нажать эту кнопку, потому что я еду опять с горы. А включить я ее не могу, потому что скорость большая. То есть я тормозами опять спускаюсь вниз. В конце нажимаю эту систему, вроде как это ассист. Часть поворота она мне помогает своими блокировками умными. Не знаю, опять-таки, мотор тормозит это. Хотелось бы, конечно, чтобы это тормозил мотор. Если он тормозит тормозами, то вообще не понимаю смысла этой системы, потому что весь смысл этой системы, чтобы тормозила трансмиссия мотора в сумме, а не тормоза. То есть не перегревать тормоза при спусках, да, то есть как-то сохранить безопасность всего этого движения. В общем, система странная. Система обычная, но очень странная. Не знаю, может, неправильно алгоритм работает, может, неправильно как-то вот они сделали, но, по крайней мере, вот с таким я столкнулся. Я уже говорил, что самым любимым моим режимом в этой машине был режим, и есть режим эко. В нем реально экономится бензин. Точнее, здесь он дизель-солярка. Прежде всего, это моя первая дизельная машина. То есть в личном владении дизельных автомобилей у меня никогда не было. Дизель приятно удивил своим расходом во всех режимах: в городском, в трассе, по серпантину. По серпантину вообще он нас сожрал в несколько раз меньше, чем во всех остальных режимах. Мы выбирали эту машину именно с дизельным двигателем. То есть вот реально хотели дизельный двигатель, потому что расход, его стоимость несколько ниже, чем бензина сейчас, особенно в Европе. В Европе заметная разница на дизель. Дизель приятно меньше стоит. А мы ехали в Европу, и как раз первая эксплуатация всех этих режимов была там. Заправлялись мы
примерно раз в 800 километров. Я не помню, какой объем бака, кажется, он 70 литров, не знаю, кому интересно, посмотрите в технических характеристиках. Я знаю, что мы примерно заправлялись на 50 евро, в таких деньгах приходилось орудовать. 50 евро это было где-то чуть больше половины бака, то есть я старался не дожимать бак до конца. Но хотя несколько раз нам все-таки пришлось сжечь почти весь бак. И о том, что произошло при том, когда я сжег почти весь бак, я расскажу отдельно. Это незабываемое опять повторюсь, для новой машины. Но вам придется дослушать меня до конца, либо перематывайте, ищите тот момент, где я буду рассказывать про эти наши выкрутасы с новой машиной и с ее пустым баком. Хотя не все там было в баке дело. В общем, заправлялись мы буквально, наверное, раза 3-4. Где-то вот у меня еще есть чеки. И каждая заправка обходилась нам примерно в 50 евро. И это режим эко. В целом, за всю поездку в направлении, за всю поездку туда, по Европе, я ни разу не сбрасывал статистику расходомера топлива, и у нам показало 8,9 литра на сотню. То есть это средний расход всех наших прямых автобанов, городов и то есть вся дорога, вот со всеми ее участками. Это смешанный такой ритм. Я думаю, он примерно 50 на 50 равен всем режимам работы. То есть там примерно 50 городские трассы, потому что очень часто во многих странах было куча ограничений в городах, и примерно это 50% автобаны какие-то. И то это автобаны условно назовут. Мы не были в Германии, поэтому настоящий автобан мы так и не видели. Это были просто скоростные участки, скоростные шоссе, у которых разрешена скорость 130 км в час. Соответственно, как бы мы ехали от 130 до 150 в зависимости от освещенности и вообще нашего настроения. Просто у меня, во-первых, стоял багажник сверху, внешний. С ним вообще особо не рекомендуется ездить больше 130 км в час. Да и как-то он неприятно вибрирует на этой скорости. И каждый раз, посматривая на него, когда едешь 150 км в час, становилось немножко жутковато. И приходилось утихомиривать свои амбиции. Хотя машина реально едет комфортно. Реально едет комфортно медленно и реально едет комфортно быстро. Вот это мне очень понравилось. Очень понравилась ее подвеска. То есть я не заметил дискомфорта ни в одном режиме. Что полицейские, частые полицейские где-то на трассе, что скоростная дорога и довольно-таки хороший асфальт. То есть везде машина вела себя прекрасно, везде было очень приятно ей управлять. Я человек не сильно впечатлительный, но Санта-Фе реально удивила. Незаметно я наговорил более часа текста. А впереди еще более длинный рассказ. В нем я расскажу о примочках салона, об электронных помощниках и о том, как сломалась новая машина. А конкурс, объявленный мной ранее, продолжается. Ссылку с условиями участия в нем вы найдете внизу в описании. А на этом я прощаюсь с вами. На сегодня это все. Скоро увидимся. Всем удачи, всем пока.